Пожалуй, любым цикающим динамикам современных ноутбуков не хватает хорошего баса. Поэтому я приобрел активную акустическую систему Edifier R1280DBS черного цвета. Привет! В этом видео я распакую и выскажу свою оценку качеству звучания акустической системы Edifier R1280DBS, которая позиционируется как компьютерные колонки. В общем-то, с этой целью я их и купил. Но послушаю их звучание и с ноутбуком, и со смартфоном, и с другими источниками звука. Мне даже интересно, как их звучание качественно отличается от акустической системы JBL Balboa, которую я использую в системе домашнего кинотеатра уже более 15 лет. Колонки Edifier R1280DBS купил в минском интернет-магазине за $150 с доставкой в тот же день. Розничная коробка не габаритная, из такого плотного глянцевого картона с цветной качественной полиграфией, на боковых стенках которой изложен весь функционал системы, ее технические характеристики на английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и японском языках, а также проиллюстрирован внешний вид акустической системы и ее габариты. На крышке все на тех же языках представлена комплектация и отмечен цвет отделки корпусов. Я выбрал черный. Здесь же указана модель, ниже артикул, страна-изготовитель Китай и есть ссылка на официальный сайт производителя. Начинаю распаковку. Минский интернет-магазин hifi.by предоставил собственную гарантию сроком 12 месяцев. Инструкция по применению на русском языке. Здесь указано, что при использовании Bluetooth соединения необходимо соблюдать инструкцию, размещенную на сайте www.blade.ru. Дальше все в пене. Наличие такого богатого комплекта всевозможных кабелей позволяет пользователю на всю мощь использовать данную систему и экспериментировать с различными источниками звука. Имеются кабель в оплетке длиной 2,5 метра и с заложенными на концах жилами для подключения пассивной колонки в систему. Далее кабель с коннекторами RCA Mini Jack длиной 1,6 метра, кабель с коннекторами RCA на обоих концах длиной 1,65 м, оптический кабель длиной 1,5 метра, пульт дистанционного управления, пакет с бумажными инструкциями и активная, вот так она выглядит с тыла, и пассивные колонки. Как видно, по широкой комплектации различных кабелей к данной акустической системе можно подключить сразу несколько устройств. Это могут быть цифровые и аналоговые источники звука. А затем коммутировать их с помощью специальных кнопок, вот эти две кнопки, штатного инфракрасного пульта дистанционного управления. Или циклически переключать нижней кнопкой на боковой стенке активной колонки, совмещенной с регулятором громкости. Он вращается с ощутимым пальцами хрустом, даже слышно его так, и не имеет крайних положений. Над ним установлены два потенциометра для корректировки тембра низких и высоких частот с фиксацией среднего положения. А под ним красный светодиод дежурного режима, при работе он светится. Весь интерфейс подключения размещен на тыльной стенке активной колонки, точнее на металлической панели, к которой крепится монтажная плата цифровой обработки и усиления звука. Сверху два аналоговых линейных RCA разъема с отличающейся чувствительностью. Ниже цифровые оптические и коаксиальные входы. Колонка также оснащена Bluetooth модулем для беспроводной трансляции звука. Ниже разъем Mini Jack для вывода звука на активный сабвуфер, который приобретается отдельно. Слева пружинные клеммы для подключения пассивной колонки. Ниже тумблер питания и неотсоединяемый сетевой шнур с вилкой Евростандарта. Внутри колонки к ее дну прикреплен экранированный импульсный блок питания с входным напряжением, как тут указано, от 100 до 240 вольт. В музыкальной серии колонок R1280 производитель Edifier представил 4 модели, которые отличаются индексами в названии. Модель с литерами DBS самая функциональная. Литера D обозначает наличие цифровых входов. Это оптические и коаксиальные коннекторы. Активная акустическая система оснащена Bluetooth модулем версии 5.0 на базе чипа Qualcomm, но без поддержки кодека aptX. Об этом говорит литера B в названии. Но AS указывает на наличие выхода на сабвуфер, и при его подключении система превращается в трифоник по схеме 2.1. Самая простая система в линейке бренда обозначается литерой T и может работать только с двумя аналоговыми источниками звука, подключенными с помощью RCA коннекторов. Два аналоговых входа имеют отличающуюся чувствительность между собой и в разных моделях.
И у всех моделей этой линейки, конечно же, отличается комплектация. Модели без цифровых входов не комплектуются оптическим кабелем. Соответственно, растет от модели к модели цена. От 315-333 белорусских рублей у модели T, 331 у TS, далее DB 427 белорусских рублей и DBS 439 белорусских рублей или около $150 США. Получается, что модели с цифровым интерфейсом на 100 белорусских рублей дороже. Скажу так, чисто аналоговых колонок. Снимаю защитно-декоративные тканевые сетки. Сидят достаточно плотно. Каркас у них из пластика, а вот эмблема и декоративная линия в середине из алюминия. И ткань по краю приклеена достаточно аккуратно и плотно. Итак, вижу, что двухполосные акустические колонки Edifier R1280 DBS оснащены динамиками с бумажным гофрированным диффузором диаметром 93 мм, а не 116, как указано в некоторых источниках, на мягком резиновом подвесе. Такая конструкция этого громкоговорителя способна воспроизвести глубокие низкие и немного средние частоты после предварительной обработки сигнала встроенным эквалайзером или звуковым процессором. А сверху установлен 13-мм шелковый твиттер для, опять же, верхних, средних и высоких частот. Для снижения паразитного акустического резонанса корпуса колонок изготовлены из плотного МДФ и оформлены в классическом дизайне черного и коричневого цветов, благодаря которому они гармонично выглядят в любом помещении. Ну и это обеспечивает глубокий бас. Причем фронтальная, верхняя, тыльная и нижние стенки черные матовые. Здесь еще вклеены 4 резиновые опоры и серийный номер. А по бокам фактура дерева. Данная модель R1280 DBS представлена только в двух цветах отделки корпусов – коричневом, деревянном и черном. Модели DB и T бывают в трех цветах, еще есть белый, а модель TS только коричневая. Сначала послушаю акустическую систему Edifier R1280 DBS при использовании в качестве источника звука ноутбука. К активной колонке комплектным кабелем с помощью пружинных зажимов подключаю пассивную колонку с соблюдением полярности, то есть провод с серебристой жилой к черному контакту, а провод с медной жилой к красному, или наоборот, но однообразно на обеих колонках. Кстати, если случайно замкнули контакты при включенном питании, то в активной колонке предусмотрена защита по выходу усилителя, после чего нужно выключить активную колонку, правильно соединить провода и снова ее включить, тогда она заработает. В ноутбуке Asus TUF Gaming имеется единственный 3,5 мм 4-пиновый коннектор для подключения наушников, совмещенный с микрофонным входом, как в обычном смартфоне. Для соединения с активной колонкой буду использовать соответствующий штатный кабель с мини-джек и RCA коннекторами, а также Bluetooth подключение. Здесь трехконтактный штекер, но он подходит, так как два канала звука подаются на крайние контакты и плюс общий контакт. И послушаю одну музыкальную композицию с подключением к обоим входам с отличающейся чувствительностью и беспроводным подключением. Включаю акустическую систему тумблером на активной колонке и коммутирую нужный вход с помощью нажатием этой кнопки. Циклически переключаю. На активной колонке спереди и вверху прикрытый пластиковым фильтром инфракрасный фотоприемник и здесь же светодиоды режимов работы с различными источниками. Зеленый светодиод сигнализирует подключение аналоговых источников. Красный светодиод – подключение цифровых источников. И синий при Bluetooth подключении. Снизу на колонке вклеен алюминиевый шильдик, который дублируется на снимаемых с колонок тканевых сетках. Слушаем! Подключил нижний линейный вход. А теперь Bluetooth соединение.
Отверстие фазоинвертора размещено спереди, из него здорово качается воздух. Я вот нахожусь на дистанции в метр перед колонками, и при максимальной громкости это ощущаю воздушными толчками. По мере совершенствования модели R1280 улучшалось качество воспроизводимого звука. Хотя по заявлениям производителя все акустические колонки в системах рассчитаны на максимальную выходную мощность по стандарту RMS по 21 Вт. В единицах DIN это около 17 Вт. Отношение сигнал-шум у всех моделей не менее 85 дБ. Да, колонки из разных серий звучат по-разному. Расширялся диапазон воспроизводимых частот и чувствительности входных цепей. Согласно представленной производителем спецификации, самый узкий диапазон у R1280T от 75 Гц до 18 кГц, а самый широкий от 51 Гц до 20 кГц, опять же у R1280 DBS. Версия Bluetooth модуля изменилась с 4 у модели с индексом dB на 5 в данной акустической системе. Все это не сказалось на массе системы около 5 кг, и габариты у всех колонок одинаковые. Высота чуть менее 24 см, глубина около 17 см и ширина что-то около 14,5 см. И еще от модели к модели видоизменялся инфракрасный пульт дистанционного управления. На мой взгляд, самый современный, опять же, представленный здесь версии. Модернизированный инфракрасный пульт дистанционного управления RC80B в сравнении с ранними моделями серии выглядит современно. Он такой узкий, небольшой, питается от батареи CR2032, которой он не комплектуется. Хотя здесь есть такая вот предохранительная слюда. Сейчас установлю. Устанавливается плюсом вверх. Проверяю. Вот заметил такую вещь, что при включении колонок они всегда выходят на какую-то среднюю громкость, независимо от того, на какой громкости играли они до выключения. Недостаток этого пульта в том, что он глянцевый. Для управления используется 8 резиновых кнопок и кольцо в середине. Спереди есть кнопка для перевода акустической системы в рабочий режим из режима ожидания. Ниже кольцо для регулировки громкости плюс-минус и переключение треков. В плеере, например, при Bluetooth соединении с источником. В центре кольца кнопка воспроизведения паузы. Ниже две кнопки включения и отключения режима звукового процессора, расширения стереобазы. Проверил, и вот что заметил при подключении к телевизору. Этот режим выигрывает именно при прослушивании музыки. При этом задирается диапазон средних частот, вокал становится более явным, он как бы выпирает к слушателю. И улучшает стереоэффект, как будто обе колонки разнесены на большую дистанцию друг от друга. Но при просмотре различных ток-шоу, новостных программ этот режим неявный. Может быть, только чуть-чуть внятнее становится речь ведущего за счет того, как я предполагаю, что воспроизведение средних частот, а это именно речь, переключается на низкочастотный динамик. Но это не явно заметно. Вот мы способны, и мы рады, что мы показываем свою конкурентоспособность с самой командой. Сегодняшний день. Да, вот заметил сейчас также, что при подключении данной акустической системы к телевизору через Bluetooth соединение, вот эти кнопки переключения треков позволяют переключать каналы на телевизоре. Я постоянно слушал музыку без активации этого режима расширения стереобазы. Ну, если есть, пусть будет. Ниже имеются отдельные кнопки выбора цифровых источников, подключенных с помощью оптического или коаксиального кабеля, и аналоговых сигналов на входе Line 1 и Line 2. Разницу в заявленной чувствительности обоих входов я не особо прочувствовал.
Далее кнопка активации Bluetooth соединения. В инструкции дополнительно указано, что пароль на сопряжение 4.0 и кнопка приглушения звука. Все работает идеально. Колонки требуют некоторого свободного места под установку и хочется поднять до уровня головы, установив на стойке или прикрепив к стене. Источниками звука при Bluetooth соединении служили ноутбук Asus TUF Gaming FX705GM, смартфон OnePlus 9R и смарт-телевизор LG 55UH850V. Проводной вариант подключения использовался опять же ноутбуком Asus TUF Gaming, кассетной декой Pioneer CT777 и DVD-плеер Pioneer DV600AV-K. Последний я тестировал по RSA проводам, оптическому и коаксиальному кабелю. Музыкальные композиции проигрывались самых разных жанров и с разной степенью сжатия файла и разных форматов, а также аналоговый звук с аудиокассеты. Звучание акустической системы Edifier R1280 DBS не вызывает неприязни. Это именно музыкальные колонки. Акустическая система передает реальный звук акустических и электронных инструментов. Достаточно глубокий бас, яркие высокие частоты, которые буквально чуть-чуть проигрывают прозрачностью твиттером JBL Balboa. В этой системе используются мембраны твиттеров из шелка. В высокочастотных динамиках колонок JBL Balboa используются мембраны из фольгированного алюминия. Выигрыша в звучании тестируемой акустической системы при подключении через Bluetooth соединение к смарт-телевизору LG я не услышал. Телевизор и сам оснащен неплохими динамиками. Конечно, не настолько мощными, но на средней громкости звучат похоже. Что мне делать? Чёртова стрелка. Она стоит на 16D. Тормозной путь какой? Не меньше 20 вагонов. Чёрт! Вернись, лучше потеряем немного времени. Также не особо заметно отличие при подключении с помощью оптического и коаксиального кабеля. Что касается максимальной громкости звучания, то в комнате площадью 18 квадратных метров данная акустическая система работает на пределе, то есть на самом максимуме уже появляются искажения звука. В общем-то, для такого помещения громкости колонок достаточно, но для шумных вечеринок они слабые. Такие колонки необходимы ноутбуку и смартфону. Звук по беспроводному интерфейсу передается действительно чистым, ярким и с хорошим басом. И он реально отличается от звучания при аналоговом подключении. Но это свойственно всему цифровому интерфейсу, поскольку в этом случае цифровой сигнал источника сразу попадает для коррекции в тракт звукового процессора. Аналоговые входы мне показались более чувствительные, так как на одном и том же уровне громкости сигнал в динамиках мощнее, но значительно менее басовитый. Отмечу, что при включении питания не слышно никаких посторонних щелчков или хлопков. А при переходе в режим ожидания транслируемый звук мягко гаснет и не прерывается резко. Будучи подключенными к источнику звука, неважно по проводам или Bluetooth, в состоянии ожидания эти колонки не гудят, не фонят и не транслируют радиостанции. В тихой комнате их вообще не слышно.
Схемотехника активной колонки предусматривает цифровую обработку и усиление сигнала, а затем цифроаналоговое его преобразование для воспроизведения динамиками. Таким образом выходит, что если это подключение к цифровому источнику, то аналоговый звук услышите только на выходе усилителя. В итоге я нисколько не пожалел о приобретенной стереофонической акустической системе Edifier R1280 DBS. У нее широкие возможности по использованию аналоговых и цифровых проводных и беспроводных источников сигнала. Легко можно транслировать музыку со смартфона с помощью Bluetooth протокола. Порадовала комплектация всеми необходимыми проводами. Длины всех кабелей, включая вот этот провод для пассивной колонки, вполне достаточно для использования этой системой в комнате. В управлении система удобна как с боковой панели, так и с помощью инфракрасного пульта. С этого же пульта можно переключать треки в мультимедийном плеере при беспроводном подключении и даже телевизионные каналы при сопряжении с телевизором. Не назову недостатком отсутствие на пульте кнопок для регулировки тембра низких и высоких частот. Не так часто вы будете им пользоваться. Плохо только, что он глянцевый и не было батарейки в комплекте. Колонки изготовлены качественно, классический дизайн универсальный, но поскольку они сделаны из МДФ, то боятся влаги. Звучание очень приятно, в акустической системе используется полностью цифровой звуковой тракт, но он построен на бюджетных элементах. Кому интересно, я разместил фото монтажной платы в пабликах канала. Акустическая система Edifier R1280 DBS звучит по-особому, но очень прилично, отличается от используемых мной колонок JBL Balboa, хотя значительно уступает им габаритами. Ее выходная мощность 2 канала по 17 Вт, это по DIN. Оптимально для озвучивания детской комнаты площадью 9 квадратных метров. Практически любая музыкальная композиция и вокал звучат при помощи Edifier четко, ярко и уверенно. Но я бы рекомендовал ее для джаза, рок-баллад, блюза, электронной музыки, каких-то спокойных медиативных жанров таких. С помощью настройки тембра вполне можно добиться аккуратного воспроизведения. Звук реалистичный, объемный, но это все же музыкальная система, поэтому для компьютерных игр и фильмов ее будет недостаточно. Хотя, если активировать режим расширения стереобазы, то вполне пойдет. Недостатков в звучании не услышал, только какие-то особенности, которые вполне меня устраивают. Система абсолютно бесшумная в режиме ожидания. В общем-то, хорошие колонки за $150. Хотел бы услышать мнение пользователей акустическими системами серии R1280 Edifier. Ну а вас же благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Всем пока!